Трампа первый этап подписать сделку по ресурсам украинским. Вот он подписал, следующим шагом сразу же стали мирные переговоры с Россией. Украина-Россия. И Трамп сразу же приступил к этому. Что мы видим? Мы видим некую согласованную игру между Соединенными Штатами и Россией. Приезжает Уилков, после этого Россия начинает заявлять о том, что Россия предлагает Украине прямые переговоры. Почему? Потому что это Трампу нужно. Почему? Он хочет быть над схваткой. Он хочет, чтобы были прямые переговоры, а Трамп как бы был в такой позиции, что он над всеми. Но это нужно Трампу, но заявляет об этом Россия. Трамп горячо поддерживает, и идет процесс. Следующий шаг. Трамп звонит Эрдогану 5 мая. 8 мая утечка из турецких СМИ о том, что Трамп попросил Эрдогана организовать встречу между Украиной и Россией. Европейские страны собираются, лидеры Франции, Германии, Великобритании, грозят России всеми карами, требуют 30-дневное перемирие, иначе будут санкции и конец света. Владимир Владимирович 11 мая в ночь выходят и предлагают встречу в Стамбуле, Украина-Россия. И Трамп горячо поддерживает. Причем, обратите внимание, встреча в Стамбуле нужна именно в Стамбуле для того, чтобы взять за основу старые, парафированные Украиной, Стамбульские соглашения. И Россия подбирает такую же группу переговорную. Мединский, как и тогда, и вся остальная часть переговорной группы. Для чего? Это выгодно России, и это выгодно для мира. Что следующим шагом? Следующим шагом Трамп захочет встретиться с Владимиром Путиным. И он уже сделал несколько движений для того, чтобы прошла такая встреча. Сделал несколько заявлений, сказал, что это было хорошо. У Трампа все равно есть сделка по ресурсам, и у Трампа есть уже прямые переговоры России и Украины. И он всегда может говорить, что это большой шаг вперед. И на этом фоне он будет встречаться с Владимиром Путиным для того, чтобы договариваться. Я думаю, что следующий этап это будет встреча с Путиным. А чего добивается украинская сторона? В чем ее выгода и в чем ее логика? Подождите, все очень просто. Зеленский говорил о том, что он никогда не будет встречаться с Путиным и даже сам себе запретил это дело. Зеленский говорил о том, что граница 92 года. Зеленский говорил сначала перемирие, прекращение огня, и потом только будет встречаться с Путиным. А он вынужден под давлением Трампа отменять первое, второе, третье. Сегодня он говорит одно, а завтра делает совершенно другое. Он в панике, он в шоке, и он пытается переиграть, он пытается сместить повестку, он пытается привлечь к себе внимание. Он каждый день генерирует десяток каких-то заявлений, каких-то поступков, ради того, чтобы вот все, что он делает, было незаметно, а чтобы обсуждали то, что он говорит. Но еще складывается такое ощущение, что он тянет время. Зачем ему это? У него есть какой-то план или это просто агония перед будущим? План был у Трампа. В соответствии с этим Трампом, то, что мы наблюдаем сейчас, должно было произойти в первых числах мая. На 100 дней после инаугурации Трампа должны были состояться мирные переговоры о мире между Россией и Украиной. Но Зеленский затянул сделку. Вы смотрите, он раз 5 обещал подписать, меняли текст, торговались, его выгоняли с Белого дома. Но его заставили подписать. И перешли к следующему этапу. И сейчас мы видим согласованную игру между Россией и Украиной, и Соединенными Штатами. И европейским странам, и Зеленскому приходится в это вписываться. И приходится прогибаться. Соединенные Штаты хотят Соединенные Штаты хотят реализовать ряд очень выгодных бизнес-проектов с использованием Украины и нормальных отношений с Россией.
Уже сейчас банкротство Северного потока приостановлено. Американская компания выдала гарантии на то, что она погасит все долги. Можно выдавать гарантии только в том случае, если ты уверен в том, что твои деньги не сгорят. Это большие деньги, это миллиарды долларов. И можно вернуть эти деньги, только если потом будет мир на Украине. Если мир между Россией и Украиной будет стабильным и долгосрочным. Соединенные Штаты подписали сделку по ресурсам Украины. И все считают, через 10, через 20 лет Соединенные Штаты, если внесут какие-то чудовищные инвестиции, начнут получать отдачу. Но никто не думает о том, что вместе с правом на использование земельных ресурсов, то есть природных ресурсов на Украине, Соединенные Штаты получили первоочередное право по выкупу любой инфраструктуры, по доставке и по обработке этих природных ресурсов. Газотранспортная система Украины, наследие Советского Союза. Его сейчас можно купить стоящую за несколько миллиардов долларов по цене металлолома. Никому не нужна труба, по которой ничего не идет. Плюс крупнейшие в мире емкости система для хранения газа. Крупнейшая в мире, нигде такого больше нет. Если Соединенные Штаты будут покупать по той цене, по которой сегодня продает газ Россия, по $200, и продавать по 500 в Европейский Союз, то речь будет идти о прибыли в триллионах долларов. И на пути этого бизнес-процесса стоит бывший клоун, наркоман, человек, который распродал свою страну, который бросил в кровавую мясорубку население своей страны, разрушил экономику, разрушил страну, половина страны сбежала за границу. Зеленский. Они переступят через него, они заставят его делать то, что им нужно. Оптимизм добавляет то, что все идет по тому сценарию, пускай с задержками, который прописывает Соединенные Штаты вместе с Россией. И Трамп с Путиным играют 4 руки. Мы немного коснулись этого в прошлом вопросе, но вот хотела уточнить. Зеленский хотел встретиться с Путиным и заявлял об этом абсолютно открыто и не раз причем. Но, если я не ошибаюсь, ему, как и всем, запрещено вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. У Зеленского уже 3-я версия, что можно сделать или что нельзя делать с тем запретом, который он сам организовал. То он говорил, что могут встречаться с кем угодно представителями России, но только не с Путиным. В принципе, так и написано в решении Совета национальной безопасности и утверждено указом президента Зеленского. Потом он говорил о том, что встречаться Зеленский может с кем угодно, поскольку это его указ, и его указ не может ограничивать его полномочия. Версий много, он еще было штуки 3. Но все это очень смешно и выглядит жалко. Жалко, потому что он говорит одно, потом вынужден говорить другое, через какое-то совершенно небольшое время. И если смотреть на этот вопрос с юридической точки зрения, то Зеленский даже сейчас не имеет права отменить свой указ. И он на него, безусловно, распространяется, как на любого гражданина Украины, указ, который подписан президентом Украины. Но президентом в тот момент времени, когда он был легитимным. А сейчас нелегитимный Зеленский не может даже отменить свой нелегитимный указ. И вы посмотрите, вот это желание Зеленского все время привлекать к себе внимание, оно не просто так. Его никто не приглашал в Турцию. Вы слышали, чтобы его кто-то приглашал? Нет, он сам полетел. Полетел до того, как его начали приглашать. А ведь его, обратите внимание, никто после того, когда его
выгнал Трамп из Белого дома, его никто не приглашает на те мероприятия, в которых принимают участие Соединенные Штаты. Была встреча Саудовской Аравии 18 февраля. Зеленский нарезал круги вокруг здания и кабинетов, где проходили переговоры. Очень хотел, чтобы его пригласили, его не пригласили. Была встреча 18 апреля в Париже, когда близкий, сердечный друг Зеленского, который готов для него всегда сделать все, что он хочет, очень просил Соединенные Штаты, чтобы его тоже пригласили на встречу Макрона с представителями Трампа. Это была фактически встреча представителей Европы с Соединенными Штатами. Очень важная встреча. Обсуждали Зеленского, но Зеленского не пригласили. Единственное, когда его Трамп пригласил это в Ватикан, он пригласил только по одной причине. Ему надо было додавить и точно подписать сделку по ресурсам украинским. И в Турцию его никто не приглашал. Он прилетел сам. И прилетел и, возможно, даже испортил возможную встречу, которая, возможно, даже планировалась между президентом Трампом и президентом Путиным.